Так, доброй ночи всем. То, что я сейчас вам подарю, это относится к армянской магии. И я объясню сейчас почему. Я отмечаю чистки сильные, очень сильные, просто чистки. Объясню, почему я так отмечаю. Потому что есть чистки, которые очищают мысли дурные, которые очищают страхи, фобии и так далее. Это чистки, которые периодически нужно повторять. Есть сильные чистки, которые очищают очень многое вокруг человека, исправляют его жизнь, пускай даже на время. Есть очень сильные чистки, которые хватает на очень долго. Дорогие друзья, почему я дарю чистки? Во-первых, хочу сразу ответить на ваш вопрос. Когда вы спрашиваете, могу я начитать на сына, на мужа? Нет. Во-первых, начнем с того, что духи желают, чтобы человек сам обращался к ним. То есть это уважение к ним, это вера, это почитание духов. И поэтому я здесь зажгла чуть-чуть, потому что фотографировала, поэтому они у меня уже горели, но это не важно. То есть духи желают, чтобы человек сам просил. Помните, постучиться и отворяться, да? Отвориться вам. То есть человек сам должен просить, он должен выказать уважение к силам. Если он, то есть если я дарю ритуалы, которые можно начитать для своих близких, я это говорю. Но чистки в основном делает сам человек. Невозможно за него кушать, как в том мультике про сусликов. За меня бегай, за меня прыгай, и вот и я за тебя еще и ем. Невозможно за кого-то очищаться. Это человек сам должен делать, если он хочет, чтобы у него, то есть, чтобы ему в жизни стало легче. Почему я дарю вам чистки? Объясняю. Потому что много людей, у которых нет возможности. Вы знаете, сколько было людей, которые вначале пришли, у них действительно не было возможности обращаться, потому что мои работы не дешевые. Я же говорю, у меня две крайности. Либо я работаю, беру плату дорого, либо я делаю абсолютно даром. Средней нету. Так вот, когда люди приходят, им просто не по карману эта работа, я им говорю, не надо расстраиваться, не надо бегать туда-сюда, искать помощи, еще куда-то платить, еще что-нибудь. Мне без разницы, придете вы или нет. Просто чисто человеческий совет. Не надо покупать ритуалы, которые вам суют, как великие ритуалы. Да, вон же девушка взяла там ритуал Гекаты, какую-то нелепицу, которую оттуда попридумали. Чистка дома с помощью Гекаты. Темные богини, богини неупокоенных мертвецов, которые боялись все люди. Вообще ее имя произносить боялись. А тут продали человеку этот ритуал. То есть я говорю людям, не надо тратить свои силы, время, деньги, вот, искать выход подешевле или еще что-нибудь. Это ж не помидоры, понимаете? Это зависит от силы человека. Насколько он силен, насколько он опытен, настолько дороже его работа. Это нормально. Но если у вас нет возможности, вот возьмите эти чистки, сделайте. Они вам помогут на полгода, на год, остановят этот процесс. Почему нужно все-таки обращаться к профессионалу, чтобы она сняла окончательно и закрыла? Объясню почему. Потому что ваших чисток хватает на некоторое время остановить этот процесс. Вот эти силы, приходит к вам некая сильная энергия. Она выталкивает вот эти силы. На время от вас выталкивает. Вы чувствуете бодрость. У вас энергию больше не забирают, не сосут с вас энергию, да? Ваша жизненная сила не утекает, деньги остаются. То есть вы начинаете оживать. Но это хватает ненадолго, потому что эта энергия, которая пришла с этой чисткой, окутала вас, закрыла, она может закрыть вас полгода, год. Потом опять начинают эти силы возвращаться. Если это родовое проклятие, естественно, это сущности, которые отправлены в семью человека по роду, которые будут выполнять некую миссию наказания рода, да, они все равно придут.
Со временем они придут, вот знаете, как будут опять вот как дятлы тыкать вот это, бить клювом вот эту вот энергетическую зону, опять пробьют, снова достанут до вас, и снова будет вот то же самое. Но чистка помогает человеку стать на ноги на время, хотя бы собраться с мыслями, прийти в себя, почувствовать жизнь наконец, потому что все приходит в сравнении, да, аппетит приходит во время еды. Когда человек привык всю жизнь бороться и быть несчастным, он даже и не понимает, что значит быть счастливым, что значит жить человеческой жизнью. Поэтому, чтобы он понял, чтобы он захотел жить, чтобы он понял, что жизнь бывает и другая, и стремился к нормальной жизни, на время вот эти чистки дают ему понятие человеческой жизни, останавливают. На время они останавливают и удерживают это, пока человек станет на ноги и сможет действительно наладить свою жизнь. Если это незначительные вещи, если, например, это сглаз, какая-то ненависть, скажем, какой-то посыл, какое-то проклятие и так далее, то оно может сняться навсегда вот такими чистками. Если у вас несерьезные проблемы, она действительно снимется навсегда. А если вы будете периодически повторять, вообще это не придет. А если эту чистку делать вместе с ведьмой, то есть вместе с профессионалом, то оно вообще дает очень сильный эффект. Поэтому я вам дарю чистки, понимая, что не у всех людей есть возможности обращаться, понимаете? И я, понимаете как, я ведьма, я не барыга, я не продаю ритуалы, я их дарю. Я их дарю вам во благо вашей жизни, вашим детям. Оно останется в вашей семье. Это у вас будет. И если у вас будет проблема, если у вашего ребенка, это же навечно, это же никуда не денется. Как говорят, что написано пером, да, не вырубить топором. Это никуда не денется, это останется в истории. Вы будете пользоваться с поколения в поколение. Даже если книги мои вы не взяли, и не обязательно, чтобы вы взяли, я многим говорю, нет возможности, можете не брать. Вон, возьмите в интернете, скачайте и пользуйтесь на здоровье. Я ж не против. Единственное, что я просила всегда, это не красть мое, не присваивать. Просто внизу написать своей сломленной рукой Нинга Хосроева. Все, и пользуйтесь на здоровье. И показывайте людям, и дарите людям. Несложно же, правда? Будьте честны, и вам вернется от Вселенной. Если вы ведете себя как подонки и надеетесь, что у вас будет счастье, этого не будет. Чужого ребенка нельзя присваивать, нельзя чужое дитя взять и сказать, я родила. Это ребенок того человека, даже если этот ребенок всем помогает. То же самое, каждая моя работа – это мое дитя. Взяв у меня ребенка, забрав, не уважая автора, не уважая мать этого ребенка, вы не добьетесь ничего моими ритуалами, понимаете? Вон, даже мои враги пользуются моими ритуалами. Представляете? Они на меня тявкают, а в своих работах друг друга там, не знаю, обсирая, друг друга делая гадости, мои ритуалы выставляют. Потому что у них самолюбия нету. У них нет самолюбия. Что они этим хотят показать, я не могу понять. Это говорит о моем превосходстве. Если даже тот, кто меня ненавидит, лучше ничего не нашел, чем моя работа, это говорит только о том, что я выше их на 100 голов. Так вот, вот это очень сильная чистка. Почему? Потому что здесь сила земли. В земле спят мертвые. В земле таится тайна веков. Земля пристанище, понимаете, всех и вся в конце концов будет. И сила земли, и сила кристалла, соли. Кристалл, который считался, что втягивает в себя все черное, все плохое, все злое, всю злую энергетику. Так вот, земля и соль. Даже зимой можно найти кусок землицы где-нибудь или грязь все-таки выковырить в пакет, да, положить, принести домой, высохнет, и вот сделать этот ритуал. Обычная земля, вам погостная не нужна. Не касайтесь погоста никаким боком. После того, как вы начитали, сейчас объясню, каким образом. Значит, это все заворачиваете вот черную материю, относите под дерево, сделайте ночью, отнесите днем. Относите под дерево, положите под дерево водку
Возьмите маленькую чекушку, откройте, чуть-чуть разлейте, остальное поставьте рядом, и вам нужно столько монет, сколько вам лет. Дорогие друзья, мне некоторые говорят, что в некоторых странах нету там, значит, ну, в общем, этих мелочей, да, не существует. Ну, тогда отнесите именно в деньгах, сколько вам лет. Ну, вот вам 30 лет, $30 отнесите, разменяйте. И оставьте там. Или 30 евро, или 30 лир, смотря где вы живете. В Грузии, например, по-моему, есть эти мелочи. Должна быть лари 30. В Армении драмы. В Азербайджане манаты. Не знаю, маленькие есть вот эти. То есть мелочь. Найдете. Если не можете найти, значит, откупитесь вот этими деньгами. Потому что вам откупиться по-любому надо. Деньги – это энергия. Энергия, которую вы даете духом. Неважно, не спрашивайте мне, пожалуйста, вот я мусульманка, мне можно крест, нельзя. Вот делайте, как я показываю. И хватит у меня спрашивать. Это не имеет отношения ни к исламу, ни к христианству. Это очень древняя сила. Она работает у всех. И вы никак не оскорбляете свою религию, если вы обращаетесь к древней силе. Потому что все религии исходят оттуда, и все религии почитают и боятся этой древней силы. Больше, чем вы себе можете представить. Именно поэтому религии запрещают эту силу, потому что понимают, что проигрывают. Всегда, когда ты слаб, ты ненавидишь того, кто сильнее. Согласны? Вот религия ненавидит более древнюю силу, потому что она сама по себе слабая, она не утоляет жажды людей. Ты хоть обмолись с утра до ночи, у тебя порча не пройдет. Но если ты сделаешь ритуал, если ты почитаешь заговор, если ты прошепчешь там шепоток, у тебя проходит боль. Понимаете? Так о чем речь? Откройте, посмотрите мой ролик, точнее прямой эфир молитва или заговор. И вы все поймете, не буду тут объяснять. Итак, вы должны имитировать могилу. Соль – это ваша боль, соленые слезы, это, значит, все горестные мысли, все плохое. Земля, вот это как погост. То есть вот этот вот холмик земли, потом земля – носитель энергии, земля обнуляет все порчи, чтобы вы знали. Она уничтожает. Почему, говорят, заройте в землю, закопайте туда-то и так далее. Обнуляет там все. Касание земли обнуляется, все, что у человека есть. Дальше. Крест – это имитация могилы. Имитация могилы, которая для вас роется. Ведь все, что против вас делают ваши враги, все приводит вас к чему? К могиле, к смерти, к болезням, к разорениям. Правильно? Дальше. 2 свечи, которые обычно ставят мертвому на изголовье или возле ног, смотря где как ставят, это не важно. Главное, чтобы они были 2 свечи. Читать надо 3 раза. Сначала вот зажигайте эти все свечи и читайте 1 раз. Потом берете эту свечу, начинаете капать сюда полностью, читайте, потом тушите, вот сюда оставляйте. Потом 2 свечу, то есть читать 3 раза. Крест должен растаять. Вот сколько ему хватит, вот догорит, до этого упадет. Вот это догорит, упадет. Все достаточно. Вынимаете все, убираете, значит, подсвечник туда. Это все вместе завязываете и откладывайте где-нибудь, чтобы никто, кроме вас, не касался. На следующий день вы носите, сколько вам лет, столько мелочи, водку открывайте, наливайте возле дерева, мелочь ложите вместе с этим, с этой штучкой, значит, и уходите молча, без слов. Очень сильно полегчает. Вот мне сейчас пишут, что соляной столб мой, да, который я дала, что очень сильно становится легко и спокойно. Даже люди, которые очень, нечувствительны, они даже сказали, что им так стало хорошо, сон восстановился, аппетит восстановился, вообще много чего хорошего. Они чувствуют на себе, что груз упал. Время от времени сделайте. Мы с вами живем в очень злом мире. Сейчас люди за 100 рублей могут убить человека и не пожалеть. Мы живем в очень злом мире. Каждый, кто чего-то добивается, мишень. Каждый, кто хочет хорошо жить или своим детям обеспечить будущее, мишень. Для своих родственников, для соседей, для всех. Дорогие друзья, не судите по себе. Если вы понимаете цену успеха, если вы работаете день и ночь и шачите, и поэтому у вас что-то есть в этой жизни, не надо думать, что у всех так.
Основное количество людей просто лежат на диване и ненавидят всех, кто что-то создает. Эти постоянные посылы, эти постоянные пожелания, эти сглазы, они поганят нам жизнь. Надо время от времени от себя скинуть это все. Даже если вам чистку провели, закрыли, у вас все хорошо, могут иногда быть такие моменты, когда опять у вас застой получается, понимаете? Чем вы ярче, чем вы лучше, тем хуже для вас. Вы уж не думайте, что если вы талантливый, хороший человек, или там вот такая добрая, или там работаете день и ночь, то все должны прямо, знаете, значит, в сторону отойти и дать вам дорогу. Ничего подобного. Они и не думали это делать. Каждый ленивый, бесхребетный, никчемный человек винит того, кто успешнее его, в том, что вот ему повезло просто незаслуженно. Вот вам повезло. Каждая завистливая душа думает, что тебе просто повезло. Незаслуженно. Никто никогда не скажет, она работает, она делает, она добивается, она свое здоровье тратит. Никогда не думайте об этом. Поэтому, как почувствовали тяжело, берите, делайте. Пожалуйста, благо вам дарят. Дарят. Сейчас посчитаю, сколько бы я с вас взяла за каждый ритуал. Не, ну это, конечно, бессовестно. Я вообще не могу понять таких животных. Ну, а что их понимать? Они живут этим. Кого-нибудь поймают, обработают, потом еще кого-нибудь поймают. Ну, жалкое вообще существование таких людей. Насколько их хватит, не знаю. Много было таких великих магуев, лежат под землей, никому неизвестные. Ну и туда им дорога. Итак. Зажигаете вот так. Она будет капать, не обращайте внимания, вы читайте. Вот ты, сила земли, где мертвецы лежат, гробы свои сторожат. Сила соляного кристалла. Смотрите, что со мною стало. Солеными слезами меня залило. Землей засыпала. Могильным крестом завалила. Ой, вы, волки да звери, закрывшие мои двери. Яму, что для меня зарыли. В могилу, куда меня призываете, сами туда лягте. Чур меня, чур. Тьма и злая молва. Проклятие и зависть. Кто проклял меня, тот сам в яму провалился, да сгинул. Кто мне слезы соленые приносит, кто силу жизни моей уносит, а взамен страдания приносит. Провались ты в могилу, которую для меня роешь. Ты сам там сгинешь, телом остынешь, душой пропадешь, выход не найдешь. На меня хула наслана, меня в гроб гонят, живую меня поедом едят, счастья лишают, жить мешают, страхи меня окружают. Но я иду прямо, предо мною яма, она не моя, не по мою душу зарыта, а по душу моих врагов. Враги мои, ваша хула вас настигла, в яму скинула, слезами солеными по вам судьба заплачет, в земле навеки вашу силу спрячет, сверху крест поставит, в черную бездну вас навеки отправит. Берите, птицы, черной землицы, насыпьте яму, в них враги мои спят, а я всегда на ногах, я жива, здорова. Яма позади, солнце впереди, холод сменится теплом, смрад сменится весельем, мрак сменится новой судьбой. Коронуй, судьба, меня счастливой звездой, слезы моим врагам отдам, в яму их скину, крестом запечатаю. А боль и печаль себя навеки откину. Что сказом велю, так тому и быть. Истинно так. Аж плохо стало. Такое ощущение, что тебя прямо за уши поднимают и все с тебя кожу сдирают.
Второй раз читать, дорогие друзья, я сейчас не буду читать долго, потому что памяти не хватит. Второй раз. Вот берете свечу, читайте и вот так вот капаете. Она будет чернотой идти, потому что если на вас есть зависть, ненависть, даже не обязательно, чтобы вам порчу кто-то делал, но чернотой будет идти. С вашей руки вот эта вся черная энергия через свечу, через воск и, значит, огонь будет капать на соль, то есть отдаваться соли. Как соль вот стягивает, да, все гнилое, вот точно так же соль будет стягивать с вас все, что на вас навели. Сейчас докапаю. Вот читайте, значит, пока хватит свечи. Если раньше догорит, ничего страшного. Раньше потушите и дочитайте до конца. Вот так вот. Потушили соли. Таким образом. Оставили здесь. Потом вторую берете. Точно так же читаете. И капаете. Вот, значит, оставляйте здесь. И полностью вот оставляйте догореть. Когда крест выпадет уже, вот догорит до этого, до середины, вынете просто подсвечник, и все это соберете воедино. Подсвечники, естественно, уберете, господи. Сейчас, секунду. Затрясло просто, поэтому немножко теряется мысль. Так. Угу. Ни в коем случае не дуйте. Они агрессивные будут. Огонь агрессивный. Вот, убрали. Потом этот крест. Все это воедино собрали. На следующий день соткопом отнесли, оставили. Вам очень сильно полегчает. И обычно после такого начинается вокруг вас борьба. Вот люди, которые к вам относились плохо, может быть, вы даже не подозревали об этом, у них случаются некие несчастья, не удивляйтесь. Если вокруг вас, у ваших близких, друзей, у кого-нибудь начнется некая такая катавасия, это значит люди, которые к вам не очень добросовестно относились, и впредь будьте осторожнее. Эта чистка прям выявляет, как зеркало, знаете, показывает все истинные намерения ваших друзей и близких. А мы знаем, что чаще всего нас бьют те, которые были рядом, потому что они знают наши уязвимые точки, наши болевые точки, да, и то, что нам может принести страдания и так далее. Как говорят, Боже, береги меня от врагов, а с друзьями я сам буду. Нет, от друзей, извиняюсь. Береги меня от друзей, а с врагами я сам буду сражаться. Всем удачи и пользуйтесь на здоровье.